Буквально на днях между властями Литвы и Евросоюзом произошел серьезный конфликт. Причин для этого достаточно. Литва, стремясь к укреплению своей обороноспособности, столкнулась с нехваткой финансовых средств на военные расходы. Кроме того, возникли разногласия по вопросу импорта российского газа. Похоже, эти инциденты могут привести к серьезным изменениям в положении Литвы как в рамках Евросоюза, так и в качестве независимого государства. Об этом свидетельствует и интерес к данной теме со стороны Якова Кедми, который недавно опубликовал свою оценку ситуации. Предлагаем вам некоторые выдержки из его статьи. Президент Литвы Гитанас Науседа выразил недовольство тем, что лидеры Евросоюза не смогли договориться о совместных оборонных заимствованиях. В итоге было решено, что каждое государство будет самостоятельно увеличивать свои военные расходы. Науседа открыто выразил свое разочарование, заметив, что не видит оптимизма в этом вопросе, поскольку данная идея воспринимается скептически странами, более удаленными от России. Он добавил, что на встрече позиции Эстонии, Латвии, Литвы и Польши сильно расходились с позициями стран с наиболее развитой экономикой. Скорее всего, он имел в виду государства Западной Европы. Похоже, такое развитие событий стало для него неприятным сюрпризом. Он, видимо, рассчитывал, что ему без проблем выделят необходимые средства. Ведь руководство Литвы уже не первый год проводит политику милитаризации. Это приоритетный проект властей. В планах было даже создание танковой дивизии, оснащенной самыми современными танками «Леопард». Но возникла проблема – нехватка денег. И это неудивительно. В условиях экономического кризиса бюджет Литвы трещит по швам. Однако в Вильнюсе не видят в этом большой проблемы и надеются решить ее привычным способом – взять в долг. В прошлом году фигурировала сумма в 500 миллионов евро. Именно столько, по мнению чиновников, необходимо для реализации всех военных планов. Но похоже, что этот план провалился. Желающих спонсировать литовскую армию не нашлось. Впрочем, это не значит, что власти откажутся от милитаризации. Деньги, скорее всего, будут найдены. Не исключено, что для этого придется сократить социальные расходы и повысить налоги. То есть за амбиции политиков заплатят простые граждане. Еще одна проблема – разногласия с Евросоюзом по вопросу российского газа. Литва призывает Европу полностью отказаться от российского трубопроводного газа. Однако ее голос, скорее всего, не будет услышан. Дело в том, что в Евросоюзе рассматривают возможность возобновления закупок дешевого российского газа. В Вильнюсе эту идею воспринимают крайне негативно. Пока что информация об этом появилась только в Financial Times. Но она может оказаться правдой. Основная причина – желание снизить цены на энергоносители в Европе, что особенно важно для промышленности в условиях экономического противостояния с США. Вторая цель – создать благоприятные условия для переговоров между Москвой и Киевом. В Литве подняли панику. Министр энергетики Жигимантас Вайчунас заявил, что Литва не поддерживает эти обсуждения. В 2022 году Литва стала первой страной ЕС, отказавшейся от российского газа, и она не намерена менять свою позицию. Более того, Литва будет призывать партнеров по ЕС переходить на возобновляемые источники энергии. Вместо того, чтобы действовать в национальных интересах, Литва следует в фарватере чужой политики и иллюзорных ценностей. В первом полугодии 2024 года доля российского газа в общем объеме импорта газа в ЕС составила 18%, 25,4 миллиарда кубических метров. В первом полугодии 2023 года этот показатель был 14%, 21,2 миллиарда кубических метров. Россия стала вторым по величине поставщиком газа в Евросоюз после Норвегии. Больше всего российского газа покупают Словакия, Венгрия и Австрия. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии. Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал планы по возобновлению закупок российского газа исторической ошибкой.
Он напомнил европейским партнерам, что Россия финансирует войну против Украины за счет доходов от экспорта энергоресурсов. Именно продажи газа позволяют Кремлю шантажировать европейские страны и подрывать безопасность Европы, заявил Будрис. Европа должна была усвоить простой урок. Российский газ — это не просто топливо, а геополитическое оружие. Десятилетиями Кремль использовал экспорт газа в политических целях. Те, кто думает, что возобновление закупок российского газа поспособствует мирным переговорам между Киевом и Москвой, глубоко заблуждаются. Эта идея опасна в своей основе, добавил он. Литовские политики постоянно напоминают о том, что Евросоюз диверсифицировал поставки энергоресурсов, инвестировал в возобновляемую энергетику и избавился от зависимости от России. По их мнению, нужно продолжать двигаться в этом направлении, ужесточая санкции против российского энергетического сектора, а не возобновлять импорт газа. Любые другие действия будут шагом назад, заявил Будрис, обращаясь к главам МИД европейских стран. Выглядит это так, будто министр иностранных дел Литвы, который занимает этот пост совсем недавно, считает себя большим экспертом в международной политике. Сегодня Литва только транзитирует российский газ в Калининград. В 2023 году доля российского газа в общем объеме импорта газа в ЕС составила менее 10%, тогда как до 2022 года она превышала 40%. Спикер литовского парламента Саулис Сквернялис заметил, что как минимум 2 европейские страны недовольны нынешней ситуацией и хотят вернуться к закупкам российского газа. Он не назвал эти страны, но, скорее всего, имел в виду Венгрию и Словакию. У них свой взгляд на Россию, Путина и войну. Они хотят и дальше зависеть от поставок российских энергоресурсов, сказал он. Странно, что Сквернялис не упомянул российский СПГ, который довольно успешно поставляется в Европу морским путем. Глава Сейма категорически против возобновления закупок российского газа, называя это большой ошибкой, инструментом политического шантажа и добровольной поддержкой российского ВПК. Аргументация литовской стороны довольно слабая и основана скорее на пропаганде, чем на реальных экономических расчетах. Даже президент Гитанас Науседа, включившись в дискуссию, просто повторил слова Бутриса и Сквернялиса. Литва всегда будет выступать за максимально жесткие санкции против России. 3 февраля в Брюсселе Науседа заявил журналистам: «Если мы проявим слабость в санкционной политике, Россия воспримет это как наш страх». Позиция официального Вильнюса предельно ясна, но выгодна ли она для литовской экономики? Вряд ли. Ведь энергоносители как были дорогими, так и останутся. Это снижает конкурентоспособность литовских товаров и услуг, ведет к сокращению экспорта и потере деловых связей. Литовское руководство готово жертвовать национальными интересами ради сохранения единства ЕС, опасаясь, что энергетический вопрос может расколоть Евросоюз. В этой ситуации Литва рискует остаться у разбитого корыта. Похоже, что Вильнюс стремится угодить новой администрации США, которая активно продвигает на европейский рынок свой, недешевый газ. В экономической войне между Европой и США Литва выбрала сторону США. Однако все эти усилия литовских политиков могут оказаться напрасными. Времена изменились, и в большом бизнесе сантиментам нет места. Уважаемые зрители и слушатели, согласны ли вы с мнением Якова Кедми? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Нас особенно интересует мнение жителей Литвы. Предлагайте темы для наших следующих программ. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.